Здравствуйте, друзья! 7 удивительных фактов о супермаркете. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. А если вы впервые на моем канале, то пожалуйста подпишитесь на него и включите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ссылка на статью в описании. Автор Александра. Канал Александры между Нью-Йорком и Бостоном. Продолжаю рассказ об отличиях американских ритейлов от наших. Сегодня очередная порция американских магазинных нюансов и правил, которые смогли меня удивить. Некоторые вещи мне показались забавными, некоторые полезными и удобными, а некоторые совершенно необычными. И именно об этом я сегодня и расскажу. Факт первый. Налог на продажу не включен в ценник. Те цены, которые вы видите на ценниках в супермаркете на товары, не финальная цена. При расчете на кассе к этой цене будет добавлен налог на продажи – Sale Tax. Например, в Бостоне он составляет 6,3%. Если вы, например, купили набор посуды за $100, то на кассе вам придется выложить $106 и 30 центов. Если при небольших объемах покупок это вроде как незаметно, то уже при покупке какого-нибудь айфона за $700 в Бостоне вам придется выложить ни много ни мало $44 сверху, а в Калифорнии порой и почти все 70. На некоторые товары налог на продажи не начисляется. Это зависит от местных регуляций и других факторов. Налог на продажи является более архаичной формой нашего налога на добавленную стоимость – НДС, который вы можете видеть в наших чеках. Только цены у нас пишут уже с НДС, и поэтому мы его не замечаем, хотя платим намного больше, чем 6-10%. Факт второй. Органические продукты. В отделах свежих овощей и фруктов сразу обратили на себя внимание полки с органическими продуктами. В супермаркетах подороже органик-продукты занимали почти половину торговой выкладки. Я и у нас видел в продаже продукты с аналогичным названием. Но это были вовсе не те объемы, что я встретил и тут. Что же это такое? Сразу стало интересно. Органическими в Америке могут называться только продукты, сертифицированные Департаментом сельского хозяйства, при производстве которых не использовались синтетические вещества, а использовались только натуральные. Помимо овощного отдела, органические продукты в здешних магазинах представлены в каждой группе товаров. Причем не по одной позиции, а занимают ряд, а то и два. Соки, консервы, крупы и мука, сладости, детское питание и молочные продукты – все имеют свой органический аналог, но только цена на него более ощутимо выше, чем на обычную позицию. Мясо тут тоже есть органическое. Это означает, что животное было выращено без антибиотиков или синтетических гормонов роста. Органические фермеры, согласно стандартов, должны кормить своих животных лишь 100% органическим кормом. Еще одним требованием при выращивании органического мяса является содержание животных в безопасных, чистых и свободных, никаких клеток, условиях. Именно поэтому мясо с пометкой «Органик» тут значительно дороже, чем обычное. Интересно, а наш органик выращен так же, как американский, или похож только названием и ценой? Конечно же, американцы с хорошим достатком покупают только органические продукты. Хотя, согласно общим американским стандартам, при выращивании свиней и птицы нельзя использовать гормоны ни при каких обстоятельствах. Факт третий. Продают свежие цветы. Очень часто в супермаркетах возле касс располагаются сетки со свежими цветами. Да-да, продаются они не в отдельном магазинчике, который арендует небольшую площадь у супермаркета, а самим супермаркетом. Было очень приятно получать от мужа, который приехал с покупками, букетик свежих цветов. Примечательно, что цветы всегда хорошо упакованы, и к ним приматывается небольшой пакетик с удобрениями, которые нужно высыпать в вазу с водой, в которой будут стоять цветы. Не знаю, что в этом пакетике, но благодаря его чудодейственной силе цветы сразу раскрываются и стоят свежие и цветущие почти неделю. Уверена, что с этим пакетиком они бы не прошли органическую сертификацию. Факт четвертый. Огромные наземные парковки.
Практически возле каждого супермаркета будет огромная наземная парковка. Когда я говорю огромная, я имею в виду огромная. Обычно супермаркет располагается в одном большом комплексе с другими магазинами и ресторанчиками, и всех их объединяет огроменная парковка. Большую часть времени львиная доля парковочных мест пустует, и даже в самые загруженные часы вы без проблем запаркуетесь, хотя возможно и чуть поодаль от входа. По некоторым оценкам на каждый автомобиль в США приходится 8 парковочных мест, и естественно большая часть из них постоянно пустует. Выглядит все это совершенно непривлекательно. Разлинеенные поля асфальта без единого деревца. И полезность такого способа использования дорогой американской земли очень сомнительна. Факт пятый. Английская система мер. США – одна из немногих стран, где до сих пор не введена метрическая международная система мер. А действует английская система мер. Они называют ее имперская. Уже сложно себе представить, что такая огромная страна, как США, когда-либо вообще перейдет на метрическую систему. Так много всего придется менять и тратить на это колоссальные средства. За это просто никто не проголосует. А это значит, что приехав в Штаты, вам придется свыкаться с тем, что весь весовой товар будет оценен за фунт, примерно 450 грамм. А жидкости будут отмерены в галлонах, почти 4 литра, и унциях, примерно 30 миллилитров. Пересчитывать в общем несложно. Если прикинуть цену за килограмм, нужно цену за фунт умножить на 2. Чтобы понять цену за литр, нужно цену за галлон разделить на 4. Вот такая нехитрая математика. Хотя после некоторого времени просто привыкаешь к их стандартам и уже не пересчитываешь. Факт шестой. Жидкости в больших объемах. Так как жидкости обычно измеряются в галлонах, то и расфасованы они часто по 1 галлону, то есть почти по 4 литра. А это значит, что вы везде будете встречать молоко, соки, лимонады, растительное масло в больших галлоновых бутылках. Зная об этой особенности американских производителей продуктов, американские производители холодильников тоже к этому подготовились. Секции для жидкостей в дверях обычных домашних холодильников будут глубокими, как раз под размер больших галлоновых бутылок. Сперва несколько непривычно наливать из таких бутылок. Ведь у тебя в руке оказывается не килограмм, скажем, молока, а целых 4. Если бутылка полная, а ребенок захотел покушать молочка с хлопьями, то далеко не всегда у него получится налить себе молока самому. Опять же, если вы молоко не пьете часто, а вам нужен стакан 2, чтобы что-то приготовить, то в продаже есть полгаллоновые бутылки. По цене эти 2-литровые малыши почти не будут отличаться от своих галлоновых братьев. И, видимо, они не сильно тут популярны, потому как представлены только в одной жирности и не у всех производителей. Факт 7. Продавцы спрашивают, как дела, и ждут ответа: а как у вас? В первый поход в магазин я была обескуражена вопросом кассира: как дела? Неужели, я думала, при всей этой очереди за мной ему действительно интересно, как у меня дела? Оказалось, не очень интересно. Просто это такой американский способ приветствия. Тебя спрашивают, как дела, ты должна однозначно ответить «отлично» или «великолепно» и спросить в ответ «а как у вас дела?», на который все так же прозвучит стандартное «прекрасно». Причем хочу сделать акцент. Нужно не просто ответить, что у вас дела превосходно. Я представляю лицо кассира, если вы начнете ему рассказывать, как у вас дела на самом деле. А и обязательно задать такой же вопрос в ответ. Не задать встречный вопрос. Это как у нас не поздороваться в ответ на приветствие или не ответить «пожалуйста» на «спасибо». Такой у них интересный, наигранно, взаимоподбадривающий способ приветствия. Вот такие забавные отличия американских супермаркетов обратили на себя мое внимание. Что из этого вы считаете странным, что интересным, а что полезным и хотели бы видеть у нас? Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно. А если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание. Буду рад вас видеть на своем канале снова.